Здравствуйте. Частенько вспоминаю те времена, когда каждый эпизод Рик и Морти становился глотком свежего воздуха для меня, да и думаю для многих зрителей этого мультсериала. Сейчас же Рим стал менее захватывающим и уже так не взрывает мозг, как раньше. Связано ли это с простой потерей качества сценария и уменьшением количества крутых новых идей? Отчасти да. Связано ли это с тем, что зрителя, который удивился, увидев первые пару сезонов Рик и Морти, впоследствии удивлять в 100 раз сложнее? Отчасти да. Сегодня постараемся разложить по полочкам все сезоны нашего любимого мультсериала, проследив, где качество Рика и Морти начало снижаться. В один момент мне стало настолько скучно, что я был сильнее увлечен чем угодно, укладыванием спичек в ряд, изучением загрязнений клавиатуры своего ноутбука, чем просмотром очередного эпизода 5-го сезона Рик и Морти. Именно такими были мои впечатления во время просмотра худшего сезона нашего мультсериала. Но сначала о хорошем. Здесь у нас есть вполне неплохой эпизод про мистера Нимбуса, в котором, правда, действительно неплохой была лишь одна из двух сюжетных линий. История о том, как целые поколения из вселенной с ускоренным течением времени тысячелетиями ждут нашего Морти, который точно придет, и мы должны быть к этому готовы, была увлекательной. И к тому же она находится в контексте, по моему мнению, главной темы Рика и Морти. Человек, даже находясь в мире за гранью своего понимания, имея возможности за гранью своего понимания, остается человеком с человеческими проблемами. Ну и не осознает всей ответственности за свои действия, ибо у мозга и психики есть ограничения, человеческие ограничения. Для психики Морти не понять такую важную деталь, как то, что во вселенной с ускоренным течением времени, внимание, приготовьтесь, время течет быстрее, и добрый мужик, который вышел из Нарнии, оставив по ту сторону портала всю свою семью, вернется уже к мертвой жене и сыну, сошедшему с ума из-за того, что батя бросил своих родных, было вполне нормально. Ведь наш пацаненок каждый день наблюдает за чем-то необычным, а Нарния для него лишь инструмент, очередной мирок, куда нужно сходить по просьбе Рика. Он не задумывается о своих действиях, для него это обыденность. Это и стало причиной невнимательности Морти, приведшей к ужасным последствиям. В общем, когда-нибудь, возможно, поговорим о главной теме Рика и Морти поподробнее, а сейчас продолжим обсуждать нашу основную. Помимо эпизода про Нимбуса, мы имеем еще несколько неплохих серий. Например, про обманки был вполне добротный филлер. Отмечу, только филлер. Ничего нового о наших героях мы не узнали, да и эти обманки впоследствии, скорее всего, не понесут никакой роли в общем сюжете. Серия ради серии. Ну, хотя бы не скучно. Таким же просто неплохим эпизодом для меня является третья серия 5-го сезона, рассказывающая про Планетину. Хороша была идея показать, что влюбленность может сильно затмить разум, и серьезные, но незаметные проблемы могут вскрыться впоследствии, когда объект влюбленности начнет полностью проявлять себя, а ты будешь смотреть на эти проявления хотя бы с 50% четкостью зрения. К этому времени, правда, ты уже можешь успеть ради своей любви убить хладнокровно пару злых дядек, поклясться в вечной верности и так далее и тому подобное. Вот что мне не понравилось здесь. Слишком быстро Морти осознал свою ошибку. Представим, что у нас есть два параметра. Первый — это количество ужаса и несоответствующих моральным принципам пацаненка действий со стороны Планетины, а второй показывает предел возможно допустимой величины первого параметра, при превышении которой Морти уже не сможет воспринимать свою девушку как объект любви. Для создания хорошей эмоциональной драмы первый параметр должен был плавно увеличивать свои значения, пока не достиг бы предела второго. То есть, допустим, в сериале нам показали, как Планетина, экоактивистка, просто и легко убила невинных людей, якобы в целях защиты природы. И тогда Морти осознал свою ошибку, понял, что не может продолжать с ней отношения. Хорошо. Но я считаю этот скачок в ужасных действиях эко-маньячки слишком резким и слишком прост моральный выбор нашего пацаненка при таких обстоятельствах. Уж что-что, а убийство невинных людей без причины точно ред флаг. У Морти не было другого выбора, кроме как уйти от Планетины после этих событий. К неплохим эпизодам 5-го сезона могу также отнести День Благодарения. Отличный экшен, но не более, хотя, возможно, был бы я американцем и имел бы личное отношение к тем вещам, над которыми смеются здесь авторы, серия понравилась бы мне больше. Ну и эпизод, где Морти и Рик расстались. Как развитие взаимоотношений наших друзей, вполне хорошо. И, конечно, не забываем о просто великолепной концовке сезона. 8-й эпизод с блужданием в голове птичьей личности уникален, прекрасен и легендарен. Тоже могу сказать об очередном появлении
появлении злого Морти, а появление, которое наконец-то раскрыло нам грязное прошлое Рика, продолжило историю главного злодея сериала, ну и отлично завершило сезон. И вот вроде я перечислил вполне неплохие и даже некоторые отличные эпизоды 5-го сезона. Так почему же он худший? Серия про сперматозоиды, бесполезный и скучный эпизод про адские приключения наших героев, пародия на аниме, сюжет, который, заплутав в попытке высмеять японскую анимацию, сам стал простецким глуповатым аниме. Эти эпизоды ужас. Да и остальные серии 5-го сезона зачастую, даже если и не являются откровенно плохими, как те, что я перечислил в прошлом изречении, они не могут получить оценку выше, чем, ну, просто норм. А некоторые лишь еле-еле до такой оценки вообще дотягивают. Следующим сезоном, о котором я могу сказать довольно мало хорошего, является 4-й. В целом, эти 10 эпизодов — начало ухудшения качества повествования и юмора в мультсериале после 3 культовых сезонов. Однако, все же только начало, потому по хреновости он уступает 5-му сезону, который мы уже разобрали. Сначала отмечу, по моему мнению, неудачные эпизоды. Гработрон с мета-иронией над фильмами про грабежи. Никогда не любил эту серию. Она вполне интересная, со свойственной Рику и Морти запутанностью, однако она скорее просто одна большая сатира с мета-отсылками, нежели история, раскрывающая нам каких-то персонажей. Не люблю, когда авторы Рим уходят слишком уж в дебри абсурда ради абсурда и иронии ради иронии. Тоже могу сказать про эпизод о поезде истории, хотя в плохие его не запишу, ибо метамодернистские штуки здесь прям удивляют и имеют глубину. Вместо этой серии в список неудачных пойдет эпизод про путешествия во времени, вырабатывающие везде, в любой истории, книге или фильме 100 сюжетных дыр в секунду. В каких-то произведениях можно в целом закрыть глаза на это, но Рик и Морти, мультсериал, обязанный давать нам не банальную, харизматичную и интересную научную фантастику, не имеет права на путешествия во времени и временные петли, тем более, когда это ни к чему не приводит и заканчивается откатом таймлайна в адекватное состояние полиции времени. Просто норм. Просто норм — это эпизод про нового якобы ребенка Рика, который по итогу оказывается ребенком Зевса. Он чуть лучше раскрывает отношения деда с дочкой, ну и, конечно, спасибо этой серии за прекрасную песню о кемпинге. Просто норм — это история про драконов, совокупляющихся друг с другом. Прям абсурд и деконструкция серьезных вещей в стиле Рика и Морти. Не просто глупая ирония или пародия, а действительно деконструкция чего-то нам знакомого с последующей реконструкцией уже со своим видением. Ведь сюжет серии можно воспринимать всерьез, только если абстрагироваться от очень необычного контекста, в котором он показан. Внимание, жители Дрейгона! Шлюший дракон сбежал! Тот, кто его укрывает, тоже считается шлюхой. Такие вот дела! Также дополнительная сюжетная линия с загадочным говорящим котом заслуживает похвалы. То, что даже Рик удивился происхождению этого животного, вызывает огромное желание узнать, что такого увидел Рик, заглянув в прошлое кота, и заставляет поверить в то, что там он увидел что-то крайне ужасное и отвратительное. Ну и просто норм эпизод про Рика в амплуа туалетного отшельника. Сначала данный сюжетец кажется слишком пошлым, как, например, история о сперматозоидах, однако после он оказывается довольно значимым в раскрытии характера Рика. Перейдем же к хорошим эпизодам. Пародия на Акиру бодро и круто. Плюс здесь мы имеем неплохой посыл и юмор. Глорзо. Помимо того, что здесь играет очередная классная песня под названием Glory to Glorza, Glorzo wants you to stay. Glory to Glorzo means glory to me. эпизод показывает проработанную историю новых для нас персонажей, заворачивает нас в их драму и развитие их отношений, а потом по-Рик и Мортевски убивает, пробуждая и наших друзей, и нас самих ото сна. Таким же образом срабатывает мини-сюжет в серии про чан с кислотой, когда по чистой случайности и глупости Джерри отмоталась вся связанная с новой девушкой Морти жизнь пацаненка, хотелось плакать, смеяться, хвататься за голову и кричать одновременно. А сама идея чана с кислотой хорошо раскрывает натуру Рика и то, что будет с тем, кто посмеет задеть его самолюбие. Ну и, конечно, концовка 4-го сезона. Битва с птичьей личностью, раскрытие общего сюжета, затравка на будущий рассказ о дружбе Птича и Рика, появление Космо Бет, отличная песня на титрах. В
В этот момент авторы Рим негласно дали нам кучу обещаний. Создавая сильный интерес у зрителя вокруг клона Бэт, прошлого Рика и его друзей, они знали, что в будущем обязаны развить эту историю, имеющую действительно мощный драматический вес. В общем, сильные абстракции у нас появились. Теперь нужно аккуратно наслоить на них конкретику, не пожертвовав глубиной истории при этом. Справились они по итогу или нет, вопрос спорный. Давайте лучше уже переходить к следующему сезону. А именно к сезону под номером 6. Про него сказать можно немного, ибо он в целом для общего сюжета Рика и Морти является филлерным. Наши герои только вернулись домой, после перепалки со злым Морти. Большую часть сезона портальная пушка будет сломана, да и в конце сезона мы получим не большое экшен-приключение, как обычно, а лишь намек на будущее. И даже учитывая все это, я ставлю 6-й сезон выше 4 и 5, ибо откровенно неудачных эпизодов по меркам сериала здесь почти нет. Только серия про метавселенную мне не очень понравилась по тем же причинам, по которым я не взлюбил эпизоды о поезде истории и грабежах грабежей. Остальное же либо просто норм, как, например, застрявшие в игровом автомате Рик и Морти, битва Смитов против самих же себя только ночных версий, серия о предсказаниях, раскрывающая чуть лучше отношения между нашим дедом ученым и Джерри, приключения, связанные с рыцарями на солнце, либо же отлично. Первая за долгие годы встреча нашего Рика с Прайм Риком, представляющая нам его как могущественного, загадочного, самого риканутого Рика в мультивселенной. Ну и Джерри с планеты Кроненбергов тоже добавил очков крутости этому эпизоду. Влюбленность Бэт в Космо Бэт, то есть в своего клона, дала нашей потерявшей давно любовь к себе женщине вновь ее обрести. Не просто так, именно этот персонаж влюбился в самого себя. Эпизод про динозавров, которые якобы умнее Рика, прекрасно показывает, каково это задевать самолюбие нашего дедушки. Особенно хорошо эта история смотрится именно в момент кризиса героя. Злой Морти отделал Рика в прошлом сезоне, лучший друг его разочаровался в ученом и улетел воспитывать свою дочь, семья постепенно теряет уважение к дедушке. В общем, появление этих динозавров произошло в очень удачное время. И спасибо за отсылку на доктора Манхэттена. История Сакмастера, то, как Рик сделал самую несвойственную ему вещь, а именно решил добровольно восстановить чью-либо репутацию, не остался равнодушным к бедолаге, совершившему суицид. В общем, сделал что-то действительно хорошее. Было очень интересно наблюдать. Ну и, конечно, последняя серия 6-го сезона тоже неплоха. Она раскрывает нам частички основной истории мульта, выдает интересный сюжетный поворот, ведь мы-то думали, что Рик завязал с поисками Прайма, а оказалось нет. В целом, этот эпизод можно оценить как просто норм, но он хорошо работает на общую историю. Так что спасибо за хороший подогрев к будущему развитию событий. 7-й сезон. Сейчас мы перейдем очень значимую границу в повествовании. Данные 10 эпизодов лучшие из худших, опять же по меркам сериала. После разговора о 7-м сезоне я буду только хвалить и только облизывать Рик и Морти, потому что то, что показали нам сезоны с 1 по 3, ну это легендарно. Это то, что осталось в моей памяти надолго, но об этом чуть позже. 7-й сезон в среднем, наверное, находится примерно на уровне 6-го. Однако поставил я его выше сегодня только за счет большого раскрытия основного сюжета сериала, ну и за счет того, что хоть неудачных эпизодов здесь чуточку больше, чем в предыдущем сезоне, те серии, которые являются удачными, куда ярче тех, которые я описывал ранее. Неудачные эпизоды — это, кстати, история про Куата, уж слишком рядовое какое-то приключение, да и про мир цифр, будто был абсурд ради абсурда. Помимо своего странного контекста, сюжет ничем больше особо не примечателен. Из положительного же мы имеем долгожданное воссоединение старых друзей Рика, приключения Джерри с дедушкой перемешавшихся разумами, приприятная история, кстати. Я считаю, нам нужно больше взаимодействия умнейшего и тупейшего, между ними отличная синергия. Появление Юнити, бывшей девушки Рика, старые добрые мини-истории о приключениях наших главных героев, то есть очередная замена межпространственного телевидения и мозговыносяшек. Если заметите, очень много старого только в новом соусе дает нам 7-й сезон мультсериала. Конечно, паразитирование на том, что мы уже любим, это не очень хорошо. Однако, если это паразитирование несет за собой правда интересную историю, почему нет? Эпизод про спагетти, состоящая из внутренности людей, совершивших
геноцид с планеты, на которой все люди превращаются в спагетти после совершения суицида, был очень крутым мысленным экспериментом, который показал нам, как работает человеческая эмпатия и вызвал кучу эмоций. Попадание Рика и Морти в Вальхалу, загробный мир викингов, история про дыру страха, а там появление жены нашего дедушки, хоть и лишь в проекции, раскрытие главного страха нашего пацаненка, глубокая история. И, кстати, а точно ли наш Морти выбрался из дыры? Обожаю, когда наш любимый мультсериал оставляет за собой загадки. Рик и Морти достоин быть произведением, о котором можно сложить кучу теорий и напридумывать кучу сюжетов поверх того, что действительно происходит в сериале. Ну и, конечно, убийство Прайм Рика. Эпизод, в котором одновременно появились два всегда захватывающих на себе внимание зрителя-злодея, был словно удар под дых от авторов. Резкий и неожиданный удар под дых. Разрушили ожидания, не стали тянуть с местью Рика за свою жену, да и показали эту месть не так, как надо было нам, а так, как мы точно не ожидали ее увидеть. Поиски Прайма для нашего дедушки были очень долгими, но решилось все вмиг почти сразу, лишь после вмешательства злого Морти, что придает еще большую бессмысленность этого возмездия со стороны Рика. Но ладно, это мы обсуждали уже однажды, здесь останавливаться надолго не будем. То, что заслуживает внимания больше всего остального, в сегодняшней истории находится чуть дальше. Первый сезон. Начало легенды. Самой примечательной особенностью первого сезона является то, что он первый. По сути, каждый эпизод из этих 10 не филлерный ни капли, потому что раскрывает нам характеры главных героев, постепенно знакомит нас с ними, хотя, казалось бы, это обычные приключения Рика и Морти. Таких и в разобранных нами ранее сезонах было полно. Однако нет, таких приключений там было далеко не полно. К тому же именно эти приключения были отправной точкой в удивительный мир Рим. Первыми шагами и крайне уверенными первыми шагами. Разве что начало сезона было не самым интересным, но далее все пошло замечательно. Эпизод про восстание поумневших из-за устройства Рика собак. Безумные последствия желаний глупых людей, отличная сатира и ирония, много эмоций. Парк развлечений внутри тела бомжа и приезд родителей Джерри на Рождество, интересные эпизодические персонажи, великолепный юмор, раскрытие взаимоотношений Смитов, плюс здесь, как и в других лучших эпизодах мультсериала, изобретение Рика действительно удивляет. Удивляет не так, что «О, интересно придумали», а скорее «Ничего себе, а как это работает? А возможно, это в реальности было бы сделать? Вот бы там побывать тоже». В начале видеоролика мы говорили о том, что, мол, удивить зрителя автором Рика и Морти с каждым сезоном все тяжелее и тяжелее, потому что мы уже много чего видели и нас мало чем удивишь. Но правда, это только отчасти. Идея поместить парк развлечений внутри тела человека до сих пор при ее анализе вызывает у меня неподдельный интерес. Как и концепция мистер Миссиксов, не способных умереть, пока не выполнят задания своего хозяина, история о превращении при помощи риковской науки демонических предметов в обычные, то есть столкновение, казалось бы, вещей из разных миров. Все это имеет вес, оно уникально и содержит в себе действительно интересную задумку. Спасибо. Эй, знаешь, я тут подумал, я бы не прочь кино посмотреть. Я не запрограммирован на дружбу. Хотя при этом каждый эпизод первого сезона в масштабе уступает любому из самых ужасных эпизодов мультсериала. Но дело не в количестве экшена и лазерных пушек, дело в качестве истории. Сейчас, да и последние, возможно, пару сезонов, авторы Рика и Морти просто знают, что они авторы Рика и Морти. И исходя из этого пишут специально странные сценарии, разгоняют какие-то якобы безумные идеи, не потому что они горят этим и хотят нам дать что-то безумное, то, что мы не увидим больше нигде, а потому что так нужно. Оттого и появляются все эти бесконечные метавселенные и миры с разумными цифрами. То, что раньше являлось краеугольным камнем нашего любимого мультсериала, сейчас является лишь его контекстом, вокруг которого уже авторы пишут свою историю. Иногда интересную, иногда посредственную. Также, помимо безумных приключений, Рик и Морти всегда давал нам посмотреть на людей. На людей в необычных обстоятельствах и на их людские проблемы. Вот Джерри, вечный неудачник, находясь в самой ужасно лагающей симуляции в мире, прожил лучший день в своей жизни. Вот его жена, выдав задание инопланетному существу из волшебной коробки сделать из нее более полноценную женщину, приходит к решению о разводе. Вот Морти, влюбленный в одноклассницу, просит Рика сделать для него любовное зелье, которое впоследствии превратит всю планету в Кроненбергов. В общем, каждый эпизод Рика и Морти раньше работал на общую историю и в первую очередь на раскрытие героев. Это главная заслуга и первого сезона,
и тех сезонов, о которых мы прямо сейчас, наверное, и поговорим. Третий и второй сезон я решил поставить вместе, так как считаю, что эти 20 эпизодов мультсериала находятся примерно на одном уровне качества. И... это легенда. Для Рика и Морти пока что второй и третий сезоны — потолок. Настоящая золотая эра. Ни одной неудавшейся серии вкупе с плавным раскрытием главной сюжетной линии мульта. К тому же, как я уже говорил раньше, даже, казалось бы, филлерные эпизоды здесь не филлеры. Что не приключения, то история о семейных отношениях Смитов. Соперничество между Морти и Саммер за внимание со стороны дедушки. Также куча моментов, когда мы видим, как, казалось бы, равнодушный ко всему Рик на самом деле любит своих внуков. Нелепое, странное, но настоящее, такое больное и потерянное взаимодействие Джерри и Бет. Вдобавок, нам дают настоящее развитие персонажей в ситкоме. Они меняются, узнают что-то новое, что отражается на их будущих действиях и в целом на истории. Все это еще происходит одновременно с научно-фантастическими, удивляющими своей уникальностью приключениями. Рик и Морти был многослойным, давал нам и сюжет, и интересные идеи, и крутых персонажей, и гениальный юмор. Потому данный мультсериал и стал, наверное, культовым. Межгалактическое телевидение, мозговыносяшки, токсичные версии деда и внука, город, в котором невозможно умереть, Фрупиленд, Огурчик Рик, вселенная постапокалипсиса, сычуанский соус, начало раскрытия загадочного прошлого Рика, клонирование Бет, развод с Джерри, воссоединение с Джерри, совокупление нашего дедушки с целой популяцией существ под единым разумом, паразиты, создающие ложные воспоминания, гениальное раскрытие созависимых токсичных отношений Джерри и Бет, с которыми не справился даже лучший семейный психолог во вселенной. Давай швифтанемся. Целая микровселенная под капотом летающей тарелки Рика, созданная лишь для вырабатывания энергии. Судная ночь, свадьба старой рок-звезды, птичьей личности, драматично сорвавшиеся. Ну и самое, по моему мнению, легендарная — истории из цитадели Риков. Я считаю данный эпизод лучшей серии Рика и Морти. Она и раскрывает основной сюжет, и анализирует взаимоотношения главных героев между собой, строит вокруг их отношений буквально целый город. Кладезь для рассказа о чем угодно, и это что угодно все равно будет раскрывать нам Рика и Морти, ведь здесь каждый Рик или Морти. Также, конечно, великолепный сюжетный поворот в конце эпизода. Он был очень неожиданным. Думаю, мало кто вообще подумал о том, что этот Морти, баллотирующийся в президенты, тот самый злой Морти из концовки первого сезона. Ведь на тот момент мы видели этого злодея всего один раз. Не настолько он еще отложился в памяти, чтобы вспоминать его при каждом появлении амбициозного пацаненка в желтой футболке. Однако, когда нам раскрыли все карты, мы сразу узнали злого Морти и заинтересовались его фигурой в разы сильнее. И еще саундтрек. Мурашки у меня каждый раз от этой музыкальной композиции. Сейчас идеальный момент, чтобы произнести хладнокровный тост со зловещими нотками. Настало время действовать. Главная тема нашего любимого мультсериала — человеческие проблемы в мире, который слишком широк для человеческого понимания. И первые сезоны Рика и Морти полностью раскрывали нам как и широкий мир, так и людские проблемы. Однако постепенно мир мультсериала хоть и увеличивался в масштабе, но становился плосковатым. Развитие персонажей плавно замедлялось, и сейчас, сколько они не прожили бы еще историй и приключений, все всегда по-ситкомовски возвращается на свои места. То, к чему стремился Рик и Морти в первых 3 сезонах, затерялось где-то рядом с загадочным злым Морти, о котором мы теперь все знаем, спасибо флешбэкам, и с якобы всесильным и неуловимым Прайм Риком. А то, что делало из Рика и Морти Рика и Морти, стало искусственным, вымученным. Безумие в нашем мультсериале сейчас — это безумие ради безумия. Ну а из-за ухода Джастина Ройланда, того искреннего пылающего безумия, думаю, в Рике и Морти не будет уже никогда. Хотя, все возможно. Возможно, вам нужно подписаться на телеграм-канал по ссылке в описании. Возможно, мне еще есть что сказать. Но лучше в следующий раз.